Привет всем болельщикам Virtus.pro и неравнодушным киберспорту. Сегодня особенное видео. Киберспортивный сезон окончен и пришло время подвести итоги этого года. Мы пообщаемся с игроками нашими и узнаем, что получилось, что нет, какие у нас планы на следующий сезон. Ответим на те вопросы, которые вы прислали нам в социальных сетях, и лучшие вопросы получат подарки от нас и наших партнеров. Друзья, Новый год — это время чудес и добрых дел. Наш клуб всегда с радостью поддерживает хорошие идеи о том, как помочь другим. И сегодня я и все наши игроки одеты в специальную одежду с доброшрифтом. В описании к этому видео вы найдете ссылку, по которой вы сможете приобрести этот товар, и все деньги пойдут на помощь детям с нарушением опорно-двигательного аппарата. Итак, друзья, наш последний гость, как свежий принц из Беверли-Хиллз, Александр Батулин, прямиком из Кореи. Наш капитан PUBG. Привет, Саш. Приветствую. Как долетел? Нормально, 12 часов, но у меня был практически пустой ряд, поэтому я поспал. Немножко поспал. Да. Слушай, я тебе скажу, если в прошлом году мне казалось, что история нашего Counter-Strike с флешпоинтом, да, победа и выход через открытую квалификацию, это была история некой Золушки, то в этом году PUBG для меня, это абсолютный герой Virtus.pro. Я тебе расскажу немного предыстории с моей стороны. В этом году лично нам с тобой не часто доводилось пообщаться. Я знаю, что ты очень много с Мишей общался, с другими ребятами. Я помню конец 2020 года, это уже где-то 30-29 декабря, еду в машине, мне звонит Миша. Он говорит: слушай, есть шикарная команда, PUBG, ребята, давай их подпишем. Я говорю: слушай, ну надо там подумать. Он говорит: нет, нам надо вот за день принять решение. Вы появляетесь, вы становитесь частью Virtus. У вас были отличные результаты в Northern Lights, если не ошибаюсь. И потом начинается турнир, вы едете с заменой. Это очевидный стресс для многих, ну да, потому что ты готовишься к одному, история другая, вы занимаете 7-е место, возвращаетесь, и тебе кажется: окей, ну это уже 7-е место чемпионата мира, ты одна из лучших команд, которая есть. Потом весь сезон вы пылесосите турниры, едете на новый турнир, топ-3, ну то есть, если ты мне скажешь: да, я так и ожидал, я тебе даже поверю. Но со стороны это выглядела какая-то магия, поэтому мне просто вот хотелось бы, я думаю, большинству болельщиков узнать вообще, как этот путь ты прошел, где у тебя были эти силы строить команду, не сдаваться. Вот расскажи немного своей, не знаю, внутренней какой-то магии, потому что ты объективный большой лидер, и тебя знает, ну, не только комьюнити PUBG, намного больше людей. Спасибо большое за все эти слова. Касательно того, где брал силы, наверное, они появились тогда, когда я пришел в состав, да, то есть еще Northern Lights я пришел, я не был капитаном до этого никогда, вот, и я пообщался с ребятами, мы поиграли с ними буквально пару недель, и я понял, что вот с этим составом я готов вот идти до конца, и как бы мы вот дальше идем. Вот, поэтому мы набрали очень большую команду, у нас не только игроки, еще есть тренер, аналитик, менеджер, вот, и вот все вместе мы каждый день друг другу помогаем, и за счет этого вот состав держится очень долго, и у нас все получается. Насчет последнего результата, естественно, мы туда ехали, ну, то есть мы выиграли все турниры вообще возможные в Европе, мы туда ехали фаворитами, вот, и для нас было ожидаемо, что мы хорошо сыграем, хотя было очень сложно, потому что все-таки чемпион мира, я не знаю, как по мне, это что-то... Отдельный мир. Вот отдельный мир, да, то есть ты играешь в Европе, окей, все хорошо получается, видно, что ты сильнее всех. Там ты приезжаешь, и начинается жесть, потому что совершенно разные команды, новые, ты их ни разу не видел. Вот, но мы справились более-менее. Надеюсь, что в следующий раз еще лучше получится. Вот когда ты сталкиваешься с новыми командами, вот есть эта разница стиля игры, либо менталитета, который ты ощущаешь? Что в разных, ну, например, в Dota 100% есть разный стиль, в CS:GO, наверное, такой разницы нет, в PUBG. Да, хороший вопрос, 100% так и есть. То есть если в Европе, скажем так, балансированный стиль, все примерно одинаково играют, все готовы друг к другу, то ты приезжаешь туда, например, команды из азиатского региона — это просто агрессия с нулевой секунды, как бы вообще не думая. Вот, кажется, что у них вообще голова работает совершенно по-другому. То есть то, что для нас кажется вообще ненормальным, и ну, мы можем это сотворить, но вот по случайности или там вот обдумав очень долго, для них это просто пошел, поехал и играешь. Все просто с нулевой секунды. Америка то же самое, то есть все по-другому. Быстрый стиль? Да. То есть быстрый стиль, и к этому приходится привыкать.
приходится это делать прямо на месте, вот, во время игр, потому что подготовиться к этому невозможно. Тут все совершенно по-разному, разные постоянно команды меняются, их очень много. Ну и вот так вот и получается, да. Ну окей, ты приезжаешь на турнир, ты начинаешь играть. Какие-то игры там, допустим, не складывались, назовем это общим таким словом. Но остается вера в ваш стиль, либо ты говоришь, ребят, мы продолжаем нашим стилем, но надо очень быстро адаптироваться. Либо вы все-таки играете той стратегией, которую вот вы изначально готовили только вашим стилем, либо это какая-то гибридная история. Ну, естественно, мы играем в нашем стиле, потому что самая главная задача — это использовать свои лучшие стороны для того, чтобы переигрывать других. Но, скажем так, именно на чемпионате мира приходится адаптироваться, потому что если ты не адаптируешься, в разных лобби бывает совершенно разная игра, и наш стиль может вообще не подходить под это. И да, типа, чемпионат мира — это именно вот турнир об адаптации, всегда для нас. А оффлайновая история, она как-то меняет? То есть ты сидишь, и у тебя пульс иначе работает, либо такой, окей, в принципе, ну да, как дома. 100% меняет все, у тебя вот окружение, то есть ты в Корее находишься, вообще ничего похожего с Россией, ты видишь всех игроков в упор перед собой, десяток камер постоянно летает на тебя, смотрит, ну и все меняется. Хотя, как мне кажется, вот с опытом ты начинаешь как-то уже гораздо проще к этому относиться, просто привычка вырабатывается со временем. Еще есть такой момент, мне кажется, он очень релевантен к твоей команде. У многих игроков бытует мнение, что прям в онлайне тренироваться, ну, как бы это невозможно. То есть, если ты хочешь хороший результат, на буткемп, на 3 месяца, вы там становитесь братюнями, там, ну, наигрываете что-то. Но при этом большинство сезона вы провели не на тренировочной базе. Да, то есть в чем залог успеха, что вы не теряли нить как бы химии, стратегии, вы в онлайне это нарабатывали. То есть ты общаешься с телефоном, по телефону вы разбираете какую-то игру, да, в Дискорде, и ты уверен, что твой тиммейт не сидит на YouTube, не смотрит там какие-то ролики. Ну, тут все достаточно просто. То есть первое, это должна быть должная мотивация у каждого игрока. То есть если человек понимает, зачем он это делает, и он дома себя чувствует, как будто бы он на работе сидит, и вы, каждый из вас, понимаете, что как бы вы вот одна целая команда, и вы все друг за друга отвечаете, то при должной мотивации вообще нет такого, что вот кто-то вот сидит там в YouTube, отдыхает, хотя другие работают. Это первое. Второе, это ну, правильно выработанная система тренировок, да, то есть мы уже все знаем, что мы делаем, у нас нет никаких там вот недопониманий, и из-за этого процесс течет так, как надо для нас. Вот. Хотя я должен сказать, что вот именно когда ты видишь людей вживую, вы можете еще быстрее и лучше понимать друг друга, потому что вы можете просто подойти, нормально поговорить, чего вообще нельзя сделать в интернете, потому что ты не видишь эмоций человека, из-за этого немножко сложнее у вас идет коммуникация. Поэтому я бы так сказал, что на буткемпах в любом случае лучше, но если ты понимаешь, как надо дома, то и дома тоже неплохо получается. То есть ты не находишь причину, почему мы не смогли? Ты просто нет, вообще никогда, нет, такого вообще никогда. Это, дорогие болельщики, это к теме тренировочного процесса в разных составах, потому что мы обсуждали, что в каждой игре, в каждой дисциплине есть свои нюансы. Я тебе задам еще один вопрос, и дальше мы проверим вопросы наших, твоих болельщиков, болельщиков команды. Топ-3. Вы сыграли хорошо, да, отлично. Вот ты прилетел, ты думаешь, как? В принципе, все, я в карьере много достиг, мне нормально, в принципе, если мы не выиграем следующий чемпионат мира, все окей. Либо ты такой, хорошо, заряжен, еще. То есть у тебя есть какое-то ощущение, что ты немножко расслабился. При этом я считаю, что когда ты займешь хорошее место, это нормально. Но вот какая у тебя мотивация? Она еще больше, либо ты себя похвалил, но надо еще достичь? Тут опять же все зависит от, наверное, игроков. То есть у меня так уж сложилось, что у меня команда просто работяги полные, да, и для них результат топ-3, это значит, не то, что мы хотели, нужно топ-1. Вот когда топ-1 мы получим, уже вот реальный топ-1, то есть выиграть чемпионат мира равно, грубо говоря, стать лучшей командой, да, вот, и ощущение такое, то есть мы сейчас отдыхаем, естественно, потому что без отдыха ты никогда не выиграешь чемпионат мира, ты перегоришь просто и все, закончится, да. Вот, мы сейчас отдыхаем и еще больше работаем, потому что мы понимаем, что, значит, мы уже были близки, нужно еще где-то... Еще чуть-чуть. Да, еще чуть-чуть, и вот топ-1, и уже тогда можно, как-то, не знаю, порадоваться, что ли, еще больше. У тебя супер профессиональный подход. Итак, твой носок. Так. Тебе нужно достать 5 вопросов, зачитать их. Так, хороший вопрос первый. Кто больше всех ест в команде?
В нашей команде больше всех ест, как бы странно это ни звучало, да, не я. Это наш пятый игрок, тренер Хирузен. Он ест с утра до вечера. Вот, это его тема. Постоянно перекусы, что угодно. Ну, вопрос хороший. Хирыч, привет. Это тебе. Так, мы куда его? Давай, сюда, да, на стол его. Второй вопрос. Будут ли фан-встречи вашим составом в Москве? Сложный вопрос, потому что у нас 2 человека живут в Украине, вот, и очень сложно сейчас перевести их. Да, это Вот. не понаслышке. Поэтому, если когда-нибудь, то, конечно, все об этом узнают, и все это будет сделано. Вот, но с этим сложно. Так, есть ли какие-то у вас традиции перед играми? Было бы интересно услышать. Как таковых традиций нету, у нас есть просто, скажем так, план. Первое, мы, во-первых, собираемся в кружок все время и говорим друг другу, вот, что, ребята, просто расслабьтесь, сыграйте свою лучшую игру. Мы сюда приехали не просто побеждать, еще получать кайф от игры, поэтому это у нас такой важный, грубо говоря, момент. И вы его всегда проговариваете? Ну, практически, да, стараемся как можно чаще это делать. Вот. И еще мы обсуждаем, у нас есть стратегия, и мы перед каждой игрой просто ее вот обсуждаем, что мы должны вот это выполнять, чтобы никто не забывал. Только у вас абсолютно прагматичный подход, только обсуждение игры, либо есть что-то личное? Лично еще есть, да, обязательно перед финалом съесть рибай стейк. Это моя на удачу, вот, поэтому, да, это очень важно для меня. Well done или... Не, медиум. Хорошо. Давай тогда следующий вопрос из носка. Так. Ого. Так, что бы вы делали, кем бы вы были, работали или на кого учились, если бы про-сцены не было на PUBG? Окей, очень интересный вопрос. Сложно представить даже на самом деле. Но я изначально очень много смотрел Доту, да, то есть я прям следил за всеми проигроками, и возможно было бы так, что я просто был бы дотером, например, да. Вот. Про остальных ребят, конечно, сложно ответить, вот, но, наверное, да. Либо, может быть, стримил, я не знаю точно. Ну, допустим, это не киберспорт. Допустим. Ты, не знаю, вино бы производил. Вообще, я даже не представляю себя без киберспорта, потому что я с 15 лет вот только в этом. Да, то есть, ну, не знаю, может, путешествовал бы и там бы что-нибудь... Подснимал, блогил. Ресторан бы себе сделал, потому что я люблю тоже покушать, как бы, да. Вот, думаю, ресторан бы сделал. Окей, значит, Дота или ресторан? Да. Договорились. Давай следующий вопрос. Так, последний, да, у нас? Киберспорт в PUBG. Когда сможет конкурировать с Дотой и КС? Хорошо. И что для этого нужно? Как ты видишь развитие PUBG для достижения этой цели? На самом деле вопрос несложный, да, и он нормальный, вот, потому что любой пабгер бы хотел, чтобы были такие же там просмотры, как в Доте или КС. Думаю, что все достаточно просто. Мы это передадим ответ потом издателю, поэтому да, сделаем. Самое простое — это просто слушать свои команды киберспортивные, да, то есть коммуницировать как можно больше вот, именно этим, как сказать, разработчикам и вот и также и игроков слушать, да, то есть чем больше коммуникации, тем больше, скажем так, главные ребята понимают, что хотят именно люди, да, то есть во что им нравится играть, что им нравится смотреть, вот, добавлять скины команд, чтобы люди могли поддерживать. Все в этом роде, и думаю, тогда можно будет потихонечку, помаленечку. Конечно, до КС вообще далеко, он там как бы самая стабильная дисциплина вообще в истории. Ну вот, но... Окей, скины, у меня магическая палочка Деда Мороза. Что бы еще, такие 2 вещи мне надо было бы накастовать. Так, скины. Я бы сказал ставки, чтобы... Да, как бы, потому что я знаю, наверное, вот большую часть людей, которые смотрят за киберспортом, им интересно смотреть матч тогда, когда они могут поставить. Да? То есть как бы это ни было, это именно так и работает. Последнее, что можно сказать, вот людей выпускать на турниры. Мне кажется, когда самые лучшие турниры были тогда, когда было зрители, вот, и когда будут ланы с большим количеством зрителей, это, для других это тоже интересно. Что другие эмоции, да. Ты заряжаешься, да. Тебе играть хочется потом больше. Вот самый лучший турнир в истории это был Кубок мира, именно мира как нации, да, то есть когда Россия победила. Ну, то есть все об этом говорят, и игроки, и зрители, я думаю, что это очень важно.
Саша, спасибо тебе за шикарный результат, классный вайб. Отдыхай, набирайся сил и ждем новых игр в следующем сезоне. С наступающим тебя. Спасибо.